Это будет немного необычный, но очень вкусный суп из простых ингредиентов. В литровую кастрюлю закладываю 400 граммов мяса. Мясо берем на свой выбор. Затем зальем его водой, так чтобы вода полностью покрыла мясо. И поставим закипать. Мясо закипело и сверху образовалась накипь. Воду с накипью я сливаю, мясо промываю и заливаю горячей водой. Чтобы суп получился максимально вкусным, вместе с мясом я закладываю одну луковицу. Надрезаю ее предварительно. А также кладу один корень петрушки. Он даст потрясающий вкус, аромат, а также ценные пищевые качества нашему супу. Обязательно используйте петрушку. Вместо корня петрушки можно добавить корень сельдерея. Суп оставляю вариться на небольшом огне после закипания. Как я уже сказала, этот суп будет не совсем обычный, потому что мы добавим в суп пшено, которое не все любят из-за его горечи. Я сегодня покажу лайфхак, как сделать так, чтобы пшено стало очень нежным и без горечи. Так, для супа беру полстакана пшена, 100 граммов. Пшено промоем самым тщательным образом, буквально растирая его руками, так как эта горечь находится на поверхности зерен. Затем зальем пшено кипятком, и горечи как и не бывало. Пусть постоит в таком виде 10 минут. Мясо в супе скоро будет готово, поэтому я высыпаю сюда пшено. Суп продолжаем варить на небольшом огне. А я пока очищу и нарежу пару картофелин. Картошка идет в суп. Вместе с ней я добавляю приправы. 1 лавровый лист, 3 черных перца горошком, 3 душистых перца. Также посолим по вкусу. 1 морковь натрем на терке. А если вы любите отварной лук в супе, то на этом этапе приготовления также нарежьте мелко лук. Дальше возьмем 4 соленых огурца среднего размера. Огурцы также натрем на терке. Хорошо разогреваем сковороду. Нальем немного растительного масла для жарки. Первой выложим сюда морковь, а также измельченный лук, если вы хотите готовить с луком. Морковку недолго пассируем, помешивая, буквально пару минут. Не нужно доводить ее до золотистого, тем более до коричневого цвета. Я добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. Вместо томатной пасты можно натереть 1 помидор. Еще 1 минуту пассирую морковь с томатом. Затем кладу огурцы. Перемешиваю. И заливаю небольшим количеством жидкости из супа. Овощи оставим тушиться в сковороде под крышкой. В конце приготовления в каждый суп я обычно добавляю зелень. Сегодня у меня это немного петрушки и укропа. Вкусно и полезно для здоровья. Овощную заправку со сковороды будем добавлять тогда, когда полностью сварился картофель. Так как в кислой среде картофель не варится. Предварительно я вынимаю корень петрушки. Лук я не вынимаю, оставлю себе. Больше его никто у меня не любит. Заправка идет в суп. Пахнет все потрясающе аппетитно. Какой приятный аромат. И еще вместе поварим все пару минут, чтобы все вкусы подружились. Ну вот, перед тем как выключить огонь на плите, засыпаю зелень. Также пропущу через пресс 2 зубчика чеснока. У меня чеснок очень крупный, поэтому возьму 1 зубчик.
попробуйте свой супчик. Если вам не хватает кислинки, то можно добавить немного рассола из огурцов. Ну вот, суп получился вкусный, сытный, потрясающе ароматный, идеальный для осеннего или зимнего дня. Обязательно приготовьте и попробуйте, я уверена, будете довольны. Делитесь рецептом с друзьями. А я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк под видео и за ваше мнение в комментариях. Вкусно, если подать такой рассольник со сметаной или густым йогуртом. По традиции я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.